Прайд львов окружил привязанную лошадь. Но то, что произошло дальше, просто шокирует. Палящее солнце беспощадно обжигало выжженные равнины африканской саванны. Ветер, наполненный пылью и сухим жаром, проносился над пересохшими травами, словно шепот древнего пророчества. Под искривленным баобабом, чьи корни казались застывшими когтями времени, стояло зрелище, способное сокрушить даже самое каменное сердце. Жеребец, некогда гордый и свободный обитатель саванны, теперь был сломлен. Его тело дрожало от истощения, ноги едва держали, глаза, когда-то полные ярости и духа, потемнели от боли. Каждый вдох вызывал дрожь в его иссохшем теле, воздух будто вырывался сквозь горло, израненное шипами отчаяния. Над ним солнце клонилось к горизонту, окрашивая саванну в тусклое золото, словно сама природа скорбела о том, что должно было произойти. Под копытами жеребца лежала потрескавшаяся, запятнанная кровью земля. Она стала молчаливым свидетелем жизни, ускользающей прочь. Его взгляд, мутный, но все еще упрямый, скользил по горизонту, где не было ничего, кроме дрожащего жара. Лишь сухой ветер отвечал на беззвучные мольбы. Неподалеку стоял человек, высокий, загорелый, с лицом закрытым платком. Его глаза были холодны, словно отражали жестокость песков. Это был скотовод, Чакве, давно забывший, что такое сострадание. Он бросил на жеребца пустой взгляд. Решение уже было принято. «Тот, кто слаб, не заслуживает второго шанса», пробормотал он, привязывая толстую кожаную веревку к кривому баобабу. Узел был тугим, беспощадным, не просто удерживающим, исключающим любой шанс на побег. Веревка врезалась в шею жеребца, словно петля предательства. Это был не просто способ сдержать, это был приговор. Чакви отвернулся, не бросив ни одного взгляда назад, оставив животное один на один с судьбой. Тьма сгущалась, и с ее приходом саванна оживала. Где-то за сухими кустарниками зашевелились тени. Вскоре в кустах вспыхнули янтарные глаза. Сначала пара, затем еще одна и еще. Это были львы, охотники саванны, движущиеся бесшумно, грациозно, с врожденной уверенностью в своем превосходстве. Они чуяли кровь, чувствовали страх, принесенный ветром. Воздух стал плотным, насыщенным предчувствием беды. Даже акации казались склоненными перед наступающей бурей. Стая львов медленно окружала жеребца. Они двигались в унисон, как тени, обретшие форму. Ночь перестала быть покровом, она стала дыханием хищников. Инстинкты жеребца вспыхнули с новой силой. Его тело, измученное и сломленное, рванулось вперед, желая свободы, желая жизни. Но кожаный ремень лишь впился глубже в его шею. Слезы боли и пыли стекали по его морде. Копыта изрывали землю, оставляя на ней рваные следы отчаяния. Он вновь и вновь пытался вырваться, но все было тщетно. Львы приближались, их дыхание превращалось в клубы пара в прохладном воздухе ночи, а глаза сверкали не только голодом, жаждой крови. Один из львов, крупный самец, отделился от стаи. Его грива развивалась на ветру, а в глазах горела уверенность убийцы. Он знал, что победа близка. Жеребец, дрожащий, но не сломленный, сделал последний рывок. Его дыхание было прерывистым, тело изможденным, но дух еще не умер. Он молился не о спасении, но о чуде. Когда-то он мчался по саванне, свободный, словно воплощение ветра. Его грива сияла на фоне закатного неба, копыта касались земли так легко, что казалось, он парит. Люди смотрели на него и шептали: «Это дух саванны». Но даже духи могут быть повержены. Его падение началось с легкой хромоты, почти незаметной. Затем боль, усиливающаяся с каждым днем.
Чаквия пытался лечить его. Мази, примочки, знахари. Но терпение испарилось, как влага под солнцем. Однажды, увидев, как жеребец вновь упал, Чаквия решил: нет пользы от сломанного зверя. Пусть станет пищей для львов. В тот же день была затянута петля. Баобаб стал его тюрьмой. Но за горизонтом еще теплилась надежда. И она пришла. Сначала едва различимый звук. Стук копыт. Затем фигура, прорезающая ночь. Женщина. Ее звали Калима. Она была ветеринаром, путешественницей, дочерью племени, которая верила, что каждый зверь достоин второго шанса. Ее глаза горели решимостью, ее сердце знало. Она не могла позволить ему умереть. Львы напряглись, почувствовав ее приближение. Калима, не колеблясь, направила своего верного коня прямо к центру круга. «Назад-то!» — закричала она, ее голос разнесся по равнине. Львы зарычали, но не отступили. Они были слишком голодны. Калима не дрогнула. Она спрыгнула с коня, бросилась к жеребцу. Ее руки судорожно работали с узлом, но ремень был тугим. Львы все ближе. Один из них пригнулся, готовясь к прыжку. В этот момент Калима достала нож. Она знала, нет времени. Ни для сомнений, ни для ошибок. Холодное лезвие резало кожу ее ладони, когда она с силой вонзила его в ремень. Львы зарычали. Один шаг, и они нападут. Но последний рывок, и ремень лопнул. Жеребец освободился. Его ноги дрожали, тело оседало, но он был свободен. Калима встала между ним и львами. Она схватила сухую ветку, размахнула ею. Львы зарычали в ответ, но колебались. Их лидер сделал шаг. Калима встретила его взгляд. Ни страха, ни сомнений. Он знал, эта женщина готова сражаться. И в этот момент жеребец сделал шаг. Потом второй. Она вскочила на коня, потянула его за собой. Он последовал. Они мчались прочь. Позади раздался гневный рык, но львы не стали преследовать. Их добыча ушла. Они проиграли. Калима привела жеребца в деревенскую клинику у подножия холмов. Ветеринар, старая женщина по имени доктор Нира, ухаживала за ним. Тело исцеляли бинты и лекарства. Но душа нуждалась в другом. Калима не уходила. Она говорила с ним, шептала истории о свободе, о траве под копытами, о ветре, что снова будет носить его гриву. День за днем он начинал верить. Он снова поднимался. Его походка крепла, а в глазах появлялась искра. Однажды он встретил ее взгляд без страха. Подошел, коснулся ее руки. И Калима поняла, он вернулся. Не только телом, дух тоже вернулся. В то утро, когда солнце вновь окрасило саванну золотом, она вывела его на равнину. Он замер. Потом сорвался в бег. Земля дрожала под его копытами. Он вновь был хозяином саванны. Свободный, гордый, живой. Калима смотрела ему вслед и знала, она тоже исцелилась. Он не был просто спасенной лошадью. Он стал символом, памятником вере и стойкости. И голос ее прозвучал в тишине саванны. Иногда все, что нужно, это шанс. Один шанс, чтобы все изменить. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.